Друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. С вами Олег Михайлович, Республика Адыгея, город Майкоп. Кто меня не знает, позвольте представиться. Я печник-блогер, разработал технологию реактивной тяги в каминах и мангалах под названием «Двойной зуб». А в этом ролике я хочу рассказать вам про помпейскую печку. Я назвал ее Маруся в честь моей внучки Маруся. Значит, здесь у меня сэндвич-труба, отделана артбетоном. Здесь задвижка, портальчик, заслоночка. Ну и дальше все по порядку. Давайте приступим к обзору помпейки. Друзья, очень многие спрашивают у меня, какой же объем у этой печки. То есть смотрят на нее, что она маленьких размеров, и говорят, мне надо побольше. Так вот, я вам хочу показать, каких размеров данная печка. Сейчас в этой печке находится 3 12-литровых ведра. Я сделал такую заслонку. Лист железа 2 миллиметра. Ручка от мастерка. Очень классная штука. Когда нагрелась печка, чтобы тепло не уходило в трубу, так приставляется, и все. Печка сохраняет тепло. Дым, если там где-то надо выходить, он будет выходить прямо в трубу. То есть здесь дымление исключено, потому что правильные расчеты соотношений купола и сечения трубы. Труба у меня здесь стоит 200-ка, друзья. Если вам печник говорит, надо ставить 150, не слушайте его. Вы, как заказчик, должны беспокоиться о том, чтобы у вас работала и не дымила печка. Поэтому 200-ка это минимальный размер. 200 миллиметров внутреннего сечения, друзья. Плюс еще базальт. Выходит на кровлю. Над кровлей устанавливается мастер-флеш. И все, печка готова. Значит, есть у меня проектик данной печки. Значит, учел я все недочеты. Сделал я, видите, эту печку низко. Сейчас у меня в проекте печка вот настолько выше. То есть, очень удобно туда все загружать и вытаскивать. Ну и теперь давайте посмотрим, сколько у меня там чего находится. Сейчас там 3 ведра. Значит, друзья, вот такой вот ухватик. Обязательно приобретайте на колесиках. Раз. Здесь не написано. Кочерга должна быть очень длинная. 1,20 м это минимальная длина кочерги. Но это кочерга от тандыра, поэтому такой вот интересный у нее хвостик. Второе ведро. Высота портала, да, проема рассчитана как раз вот ведро вот такое можно туда поставить. Второе ведро. И вот там еще третье ведро. Ну, друзья, эти ведра стоят, это не значит, что там больше места нету. Есть там еще место. Вот третье ведро. 3 ведра 12-литровых. Вот вы видите, какие ведра. В печке имеется крючок, на который вы сможете подвесить птицу, там лопатку, баранью, да, свиную лопатку, ну, все что угодно. Под эту лопатку вы можете поставить противень с овощами, в нее будет жирок весь капать, будет вот такая вот тема. Также можно сделать 3 пиццы одновременно, если у вас, конечно, получится все это сделать 3 пиццы одновременно, потому что каждую пиццу надо переворачивать. Лопатка для пиццы одна, ну и также хлеб можно этой лопаткой выпекать. Я купил специально с железной ручкой.
лопата из нержавейки, ну, чтобы мне надолго хватило. Лопатка для того, чтобы пиццу переворачивать. То есть пицца не вот так переворачивается, ляп-ляп там, а пицца вот так прокручивается. То есть есть там места, где уголь лежит, и вот пиццу надо переворачивать, то есть по кругу вот так прокручивать. И прокручивается она вот этой лопаткой. То есть поддевается, и вот так рукой вот здесь держите, раз, раз, и пицца вот так прокручивается, прокручивается. Вот такой вот интересный крючок. Так, это для того, чтобы вешать курицу на крючок, который внутри печи находится. То есть подцепили вот здесь курицу и вот так вот ее туда заводите. Если лопатка длинная, то есть она превышает высоту портала, то ее надо вот так вдоль корпуса. Ну вот она, допустим, вот так висит и не проходит. Вот так вот держите ее. Можно здесь тоже каким-нибудь крючком зацепить. И вот в таком положении вот так она туда заходит. Там, когда в купол пошла, отпустили ее, прицепили на крючок и все. И также, когда будете вытаскивать, зацепили крючок и, то есть зацепили за крючок курицу, а вторым, ну, крючком или там кочергой поддели, сняли и сюда вот так вытащили. Расскажу, почему же именно помпейская, а не русская. Русская печка внутри, она имеет форму вот такого вот ящика. То есть вертикальные стенки и полусфера. И задняя стенка тоже вертикальная. Вот эти все углы, ну, по-правильному называются мостики холода. То есть там, где угол кирпичный находится, там стенка прогревается, этот угол прогревается гораздо дольше и сложнее. То есть огонь не может прогреть всю толщину вот этого диагонального угла. Поэтому помпейская печка, друзья, она без углов. Сфера. Со всех сторон идет равномерное излучение тепловой энергии. Продукт приготавливается более равномерно, пропекается. Быстрее прогреть такую печку, чем русскую печку. И не советую вам слишком высокий делать потолок, чтобы от потолка тоже шло тепловое излучение. Ну, допустим, там 50-60 сантиметров – это максимальная высота сферы. Достаточно. Не надо делать слишком большую печку. Вы ее, возможно, и не сможете и протопить таких объемов. Проект вот этой печки для семьи из 5 человек вот так вот хватит за глаза. То есть, что можно приготовить в помпейской печке, кроме пиццы? Хлеб, мясо, овощи, рыбу. Даже можно что-то типа горячего копчения приспособиться. Все, что делается в духовке, все, что вы хотите приготовить, запечь, пирожки, там, ну, даже в горшочках томить. Вот, смотрите, друзья, чугунок, да? Он, видите, как вот, я всего лишь рукой надавил и туда отправил. Надавили, и поехал чугун туда. Подцепили, выкатили, взялись вот здесь вот. Даже вот здесь вот берешься, и то вес чугунка очень большой. Поставили. Все, вот это вот вещь. В чугунках, я думаю, вы знаете, что можно приготовить. Тоже все, что угодно. Борщи, супы, каши, там, овощи с мясом, рагу, ну, все, что угодно. Будет томиться. Если вас заинтересовала данная тема, проект сейчас стоит, друзья, всего 1000 рублей. И по этой порядовке, да, по проекту вы соберете по инструкции, как лего-конструктор по инструкции. Также есть проект мангалов с печками под казан, с духовками. Есть еще духовка типа русской печки, но там уже учтены вот эти мертвые зоны, да, будем так говорить, зоны поглощения тепла. Огонь идет прямо по задней стенке в эту духовку.
То есть это вот проекты с духовками. Еще также есть проект с тандыром. То же самое, друзья, только вертикальной загрузки. Что-то будет удобнее готовить, что-то менее удобно будет готовить. Допустим, в тандыр можно повесить целого барана в вертикальном, да, или ноги целые, там, лопатки, задок целый можно повесить, грудную клетку там полностью, да, с ногами можно повесить. Помпейская, конечно, она более ограничена в этой высоте. То есть на каждое предпочтение есть своя собственная печка. Все, ребята, все проекты на сайте mangalyplamя.ru. Проходим на сайт, выбираем свой проект, понравившийся, оплачиваете и получаете проект на свою почту. И также на сайте он у вас будет находиться бессрочно. То есть вы можете его и на сайте скачать, и также на почте. Да, друзья. И если проект не подходит вам совсем прям по размерам, то изменить его размер вы можете за счет длины стола. Либо укоротив его, либо наоборот добавив его, или же добавить стол с другой стороны. К примеру, у вас место позволяет 5 метров сделать барбекю, а по проекту он всего 3,5 метра. Значит, 1,5 метра вы можете добавить с другой стороны, просто стол доложить. Для этого изменять проект нет необходимости. Внешний вид конструкции вы также можете подправить самостоятельно. Убрать, допустим, зубы дракона или карниз сделать из 3 рядов. То есть вместо арки сделать прямое перекрытие. Это тоже вы можете сделать самостоятельно. Цвет кирпичей выбираете любой, который вам понравился. То есть внешний вид. Хотите здесь прямо поднимаете стенку. Хотите такую же пирамидку выкладываете. Это все уже на ваш вкус. Здесь также вы можете поднять вертикально стенку. И весь дымоход будет спрятан. Будет уже другой совсем вид иметь печка. Так что, ребята, все есть. Проходим на сайт mangalyplamя.ru. А я с вами на этом прощаюсь. Желаю вам здоровья. Желаю вам собрать барбекю своей мечты в этом году, или в последующем году. И смотрите мои новые выпуски на моих каналах Пламя. Все, всем пока.